О, кто-то похозяйничал. В целом все нормально. Да. Успели мы, друзья, доехали. Дождь пошел, начался сильный. Вообще и ветер тоже поднялся. Вот это полил. Эрик, не надо, фу. Какой глупый. Все, ему тут надо исследовать, посмотреть. За 10 минут весь лес оббежал здесь в округе. Абсолютно все облаял. Юга, ты халтуришь. Фига, просто привычно это все уже. И он не обращает на это внимания. Ё-моё, так еще 3 дня. Надо, короче, вот эту зону как-то продумать. Хочется дрова, чтобы не на пол куда-то бросать, Ну да. а куда-то, допустим, повыше. И вообще, может, здесь сделать какую-то полку для обуви. И полку сюда, для обуви там надо и делать, сюда сзади. тоже можно сделать, да.
Друзья, всем привет! Всем привет. Сегодня Хьюго составляет компанию Перри. Мы сейчас с Мишей хотим пройтись по своим старым местам, где мы собирали в том году грибы. Мы когда сюда шли, видели один белый гриб. Он уже был переросший. И сейчас еще рядом посмотрим. Может быть, будут. Вот этот мы вчера заметили, но он уже старый. Белочка. Перри! Иди сюда. Вот этот 100% красавчик. И внутри, и снаружи. Миша тоже что-то нашел. Его уже покусали. Что-то больше чисто было. Вот так вот мышки постарались. Мышки тоже любят белые грибы. Пол гриба съели. Такое мы уже брать не будем. Висит уже просто, снизу сгнила. Перри, иди сюда. Иди ко мне, иди. Иди сюда. Перри, ты что, меня не признал? Иди сюда, иди. Обалдуй. Вот мы, друзья, за какими грибами сюда ходим. Вот за такими. Ну, они уже тоже, конечно, поедены. Мы их уже брать такие не будем. Пойдем искать дальше. А вот эти в целом нормальные. Возьмем и посмотрим. Вот еще один. Вот такие мы берем. Нет, этот червивый. Возьмем. Перри уже убежал очень далеко. Начинается дождь. Грибов собрали мало. Похоже, что будем собирать и красноголовики тоже, чтобы нам хватило на грибовницу. Надеюсь, там Хьюго с ним бегает, прикрывает его спину. Вот, друзья, именно за такими красивыми экземплярами мы и ходим за грибами. Это красавчик. Попадаются и вот такие огромные экземпляры. А вот здесь вот экземпляр получше. Сейчас сначала разберемся вот с этим. Он причем еще такой, знаете, бодрый. О, все, отстоялся. А вот это наш клиент. И там еще наши клиенты стоят.
Вот такие красавцы. Четкий. И у нас того уже пол ведра белых грибов. Червивый, что ли? Ну, не, нормально. Вот это гиганты, конечно. Охренеть. Ого! Вот это белый гриб. Здоровенный просто вообще. Ну, он червивый, стопудово видно. Насажу его на веточку. Пускай сохнет белкам на зиму. Вот так вот. Хопа. Все. Белый гриб растет на дереве. И вот этот тоже сюда повесим. Кто пройдет, офигеет. Белые грибы даже на деревьях растут. Друзья, целое 10-литровое ведро у нас получилось набрать белых грибов. Все это набрали мы недалеко от хижины. Уже возвращаемся и скоро начнем готовить грибовницу. Мы взяли с собой мясо, но рассчитывали, что найдем грибы и пожарим их с картошкой. Так, друзья, сейчас будем делать сюда стену. Глухую стену будем делать, чтобы вода не попадала и дрова сохли. Вот, друзья, 10 жердей буквально за минут 40, за час мы набрали в лесу. Это макушки тех жердей, которые мы раньше брали на крышу. Там их еще много. Мы сейчас собрали 10 штук. И если нам не хватит, мы пойдем наберем еще. Там еще есть где брать. Там что, нормально? Да. Можешь на себя еще сделать. Вот так, да.
Вот так вот все сделали. Перекидали дрова с одного места на другое. Но стало больше места в дровнике. Можно уже будет сделать какой-нибудь верстак. Ну, стенка закрылась. Снег не будет попадать зимой. Дрова будут сухими. Так вот выглядит. Но в целом неплохо. Главное, чтобы выполняла свою функцию. И дрова были сухие. Парик там кого-то нашел. Пока мы тут закидывали, все там копал, нюхал. Кого-то ищет. Скорее всего, мышь. Сейчас будем готовить белые грибы с картошкой в казане. Белых грибов очень много удалось набрать. Очень большое количество. Наверное, даже на 2 раза получится покушать. Вот буквально за час мы столько насобирали белых грибов. А по пути сюда мы видели еще место, где много белых грибов росло. А на обратном пути мы обязательно за ними заедем. Посмотрите, какой интересный. Вот это ветер. Четкий белый. Вот у нас пол тарелки получилось. Они еще ужмутся, их будет меньше. Остальные я убираю в корзину и повезем их домой. Сейчас хорошенько прокалим казан с маслом и кинем туда грибочки с луком. Друзья, лук отправляю вместе с грибами.
О. Какая красота, друзья! Варим их в собственном соку уже минут 10. И сейчас я хочу добавить перец и соль. Хотим еще минут 5-10 поварить и потом добавить картошку. У нас тем временем пришли тучи, немного пошел дождь. Вообще небо все затянуло, ощущение такое, что сейчас будет дождь вообще. Нам нужно успеть приготовить картошку с грибами обязательно. Пепсик. Перегреется. Друзья, дождь поливает, а здесь под елью и сосной до сих пор ни капли. Перик. Джон Перик. Не пускай еще тушится. Ну также, друзья, тут же и уже распогодилось, солнышко вышло. Как будто бы и не было никакого дождя. Просветы появились, посмотрите. Все приготовилось и добавляем укроп.
Ну, прошу к столу, друзья. Запах просто бомба. Белые грибы вкуснее пахнут. Что еще? Всем приятного аппетита. Какая же это вкуснятина. Иди играйте. Играйте давай. Друг другу играть. Все попался. Хьюго, он тебе уши хочет почистить. Давай ты с той стороны, я с этой стороны. Сюда примерно сделай. Все, друзья, на сегодня эта батарейка уже села.
Взяли мы еще краску, будем докрашивать хижину, покрасим столбы и еще, если останется что-нибудь, еще покрасим. Может, эту вот стенку. Йога. Кабанчик большой. Че, тут 70% краски только, блин. Да. Перик сегодня поймал мышку. Вот она. Или это крот. Я не знаю. Ну, Хьюго его вообще долго не мог поймать, а Перри раз просто вытащил. И все. Все закончил, да, Перик? Вот тут еще одна мышь бегает у нас от пня к пню. Вот от этого пня. Вот к этому пню бегает. Но сегодня и вчера ее не было видно. Дожди были. Наверное, поэтому не выбегала. Перик ее не поймал. Да, Перик? Сегодня хороший день. Переменная облачность. Не жарко. Друзья, все, началась такая погода, что не жарко. Что вот нужно работать. Ну и мы с Мишаней в преддверии всего этого решили, что пойдем искать новое место под новую постройку. Под новую хижину. Мысли, какая она будет, уже есть. Будет она сделана по упрощенному методу. Поставим столбы вокруг и между столбов будем ставить бревна. И посмотрим, что из этого выйдет. А еще, друзья мои, в планах поставить вот сюда, на эту стену, большое окно. Прям, грубо говоря, от пола до потолка. А я думаю, что оно будет примерно вот отсюда по сюда. 1,66 м, по-моему, окно. 1,60 м или 1,65 м. Это старое окно, которое у меня раньше стояло дома. Почему-то треснуло. Мы заменили. Осталось старое окно, нужно куда-то девать. Решили, что привезем именно сюда.
Нужна тут все-таки, друзья, небольшая траншея. Потому что очень много воды все-таки затекает под хижину. И скорее всего так и там остается. Потому что в хижине высокая влажность стоит. 70-80%. Такую небольшую траншею сделал, но я думаю, она поможет. Сейчас мы стену будем красить на веранде. Уже начали, столбы покрасили. О, как красиво стало. Столбы сейчас в один цвет. Перри. Хьюго, который ничего не понимает, что там происходит, что Перри лает. Сидит спокойненько, смотрит. Иди ко мне, мальчик. Молодец. Молодец. Ну вот, снова выходные, проведенные в хижине, прошли не зря. Снова много сделали, покрасили. Сейчас перед сезоном дождей сделали небольшие отводы воды. Ну, это должно помочь, должно сработать. Вода не должна затекать под хижину. Вот здесь у нас такая своего рода тут отдушина мы выкопали. Но эта отдушина, она привлекает всех. Муравьев, мышей. Разве что лисы сюда не приходили. Наверное, боятся. В общем-то, смотрите, друзья, такая дилемма. Миша говорит, наружную часть веранды нужно красить таким же цветом, как и будем красить хижину. Я считаю, что можно было покрыть тем же орехом, который у нас есть сейчас. Как бы просто внутреннюю сторону покрыли, а наружную нет. И не до конца, получается, снова сделали. Но говорю, опять это произошло из-за того, что было небольшое разногласие, что красить там в один цвет или нет. В общем-то, нам собраться осталось, убрать вещи, убрать мусор и поехать домой. Затопим печку, чтобы изба сохла, потому что влага стоит там большая. С грибочками все нормально, они не почернели, с белыми ничего не бывает, по сути. Вот там Хьюго лежит на низком старте, мне кажется, его уже достал Перик. Все лает, что-то все копает, весь участок нам тут перекопал. Везде покопки. Хьюго такой спокойный, друзья. А я на Хьюго постоянно кричу, что он что-то куда-то убегает, что-то делает. А он вообще спокойный. И Пепс шебутной. Да, Пепс? Пепсик шебутной. И Хьюджик. Друзья, ставьте лайки, Подписывайтесь на канал. комментарий какой-нибудь для приличия напишите. Выходные прошли отлично. Всем пока. Всем пока.
Юга, скажи всем пока. Пепсик. Пепсик, идем домой.